Всем привет, дамы и господа, вы находитесь на канале Popcorn Soft, и для вас вещаю я Popcorn. Хотел вас порадовать чем-то положительным, потому что предыдущий ролик я как бы загрузил, но я еще пока не знаю, что по статистике, но и не важно в принципе. Сейчас расскажу вам, что у нас сегодня на очереди, что сегодня за программа, но я думаю по превьюшке вы поняли, что за программа. В общем, добываем с вами металл для Team Fortress. И не только металл, и всякие вещички, шапочки, может быть вам повезет, и даже получите какую-нибудь раскраску или что у нас тут, насмешки вроде есть, да, в Team Fortress. Вот, я периодически просто сижу в ТФ-ке и, знаете, хочется, типа есть пару сайтов, на которые можно авторизоваться по Steam и просто-напросто участвовать в раздачах. Это все бесплатно, деньги с вас не берут. Видимо, люди, знаете, очень умные такие, думают, а что бы это дело не автоматизировать? Зачем мне нажимать 10 раз тысяч кнопку о том, что нужно поучаствовать, если можно все это дело автоматизировать? На GitHub приложение, как мы видим, есть. Соответственно, ссылочка на GitHub приложение в описании. Сразу скажу, не доставайте, пожалуйста, автора. Просто не доставайте. Я знаю, автор там бедный, в нервах весь, потому что его каждый там достает. Я просто видел, смотрел, что там в ветке происходит. Много вопросов по этому приложению вообще, как установить, как сделать, что, почему мне не работает. Может по-разному не работать. Сразу же скажу, что вариант не стопроцентный, то есть иногда бывает, что какие-то там ошибки, иногда еще что-то, но ничего страшного, берете, просто скачивайте. Я думаю, репозиторий, как вам скачать, мы уже знаем, если вдруг что, не знаете, там с правой стороны будет списочек репозиторий. Вот, устанавливаем дополнительные программы, обязательно нужно дополнительные программы, они тут сразу же вам высветятся, что-то скачать нужно, берете, скачиваете, все несложно, это скачивание для того, чтобы работало приложение, чтобы не было никаких ошибок, потому что если вы не скачаете, не установите, работать не будет. Накатывать можно на винду, на Linux тоже вроде как есть. Я на Linux, честно скажу, не тестировал. На Linux, возможно, на Linux побыстрее и получше, и там вроде как дебаг-меню получше. Честно скажу, не лез. Если захотите, можем как-нибудь забабахать это все дело на Linux посмотреть. Если уж, конечно, будут у вас лукасы для меня, если будут. Если нет, нет, и на нет и нет ответа, как с Boosty. Знаете, я прошу всегда подписаться на Boosty, если вдруг что. Мало, никто не подписался. Я такой, ладно, не подписались, зато вы меня поддерживаете хотя бы просмотром. Просмотр тоже хорошо. Вот, берете, все это дело устанавливаете. Говорю, опять же, все несложно, минуты за 3 максимум. Я засекал где-то 3 минутки, если на чистую систему накатывать все приложения, то есть скачать, потом установить, и все, и, собственно, можно пользоваться. Единственный вопрос спрашивают у меня, как там вообще, что делать нужно, какие настройки нужно, может, что нужно нажимать. Смотрите, жмете настроечки, и вы видите, у вас там сокеты написаны, то есть вам нужно зайти, авторизацию пройти на сайте, обязательно на сайте проходите авторизацию, заходите в Steam, в Steam свой заходите, авторизацию и идете сверху, видите, тут у нас замочек такой, нажимаете на замочек, и тут есть файлы сокеты, и нажимаете и ищете определенный конкретный файл по названию. Название этого файла есть на GitHub, название есть, помимо на GitHub оно есть внизу, там в описании вы найдете, где, какое, что найти за файл. Тут несложно, в самом внизу, видите, какие socket, какие сокеты нужны. Там внизу есть прям строчка, как они называются. Вы их выбираете, надо полностью скопировать, прям полностью, там потому что есть в конце кусочек, надо полностью прям скопировать. И вставляете это все дело в программу. Вставляете спокойно, и работает это дело. Сразу же скажу, время надо ставить побольше. Ставьте побольше, почему? Потому что система такая, если будете слишком быстро систему, обновлять страничку, вас могут, не заблокируют вас, скорее всего, если вы не с одного айпишника по 10 аккаунтов сидите, но вас могут пресечь за то, что вы дудосите это дело, и может не работать сайт. Все просто, очевидно. Всем тогда спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, и всем пока-пока.